Тема сегодняшней лекции – Аристотель о формах правления. Итак, эта классификация изложена в книге Аристотеля «Политика». Эта классификация целиком заимствована Аристотелем у Платона, но Аристотель сумел изложить ее в более систематической форме. Итак, Аристотель назвал 6 форм правления. 3 из них плохие, 3 хорошие. Итак, плохие формы правления. К тому же, в общем-то, эти формы правления отличаются по количеству правящих персон. Или один человек правит, или меньшинство, или большинство. Итак, первая форма правления – тирания. Значит, она плохая, правит один человек. Вторая форма правления – олигархия. Правит плохое меньшинство. Третья форма правления – охлократия, от слова охлос, толпа, сброд. Там правит плохое большинство. Четвертая форма правления – царство. Там правит один хороший человек. Ну, великий человек, там, я не знаю, Александр Македонский, например. Так, пятая форма управления – аристократия. Там правит хорошее большинство. Извиняюсь, хорошее меньшинство правит при аристократии. Ну и шестая форма правления – демократия. Там правит хорошее большинство. Итак, Аристотель назвал 6 форм правления, которые выделены в соответствии с двумя критериями. Это количество правящих престолов и оценка форм правления. Второй критерий – плохая или хорошая форма правления. Царство. Это форма правления, при которой власть имеет один выдающийся человек. Этот герой превосходит всех окружающих и становится над законом. Он Бог между людьми. Он сам себе закон. Царская власть покоится на достоинстве, благодеяниях и могуществе царя. Все цари достигли своего могущества благодаря великим подвигам. Например, царь Кодр спас Афинское государство от грозившего ему рабства. Царь Кир II Великий освободил персов от ига медян. Царь Александр Македонский завоевал огромную территорию Персидского царства. Примером царя является император Наполеон. Но он плохо кончил, к сожалению. Так вот, Наполеон был великим завоевателем, хотя в конце концов проиграл войну, лишился престола и умер в плену на далеком острове Святой Елены. Вторая форма правления – тирания. Это форма правления, при которой власть имеет
а один человек, который злоупотребляет своим положением в корыстных интересах. Большинство тиранов вышли из демагогов. Демагоги приобрели доверие народа тем, что чернили знатных. По моему мнению, примерами тиранов-демагогов могут служить Ленин, Троцкий, Гитлер, ну и Сталин, конечно. Сталин был тираном, но не был демагогом, так как был плохим оратором. Сталин плохо говорил по-русски и с большим грузинским акцентом. Имел злобный характер и страх перед публичным выступлением из-за комплекса неполноценности. Ну, я уже говорил, что у Сталина там одна рука была сухая, на левой ноге 6 пальцев. Ну, конечно, комплексы разные. Жириновский был хорошим демагогом, но, к счастью, Жириновский не сумел стать правителем и тираном. Цари могут стать тиранами в том случае, если будут нарушать отеческие заветы и стремиться к деспотической власти. Другие тираны присваивают неограниченную власть, будучи сначала выбранными на высшие должности на свободных выборах. Аристотель сравнивает царя и тирана и делает вывод, что тирания – это самый вредный для подданных государственный строй. Тиран стремится приумножить свои богатства, тогда как царь стремится приумножить свою славу и честь. Охрана царя состоит из граждан, охрана тирана из наемников. С помощью денег тиран нанимает себе охрану и ведет роскошный образ жизни. Тиран ведет борьбу против черни. Он изымает оружие, удаляет чернь из города путем переселения в колонии. С другой стороны, тиран борется против знатных, ибо от них идут все заговоры. Знатные сами желают властвовать. Тиран Периандр считал, что следует обрывать поднимающиеся над другими колосья, казнить всех выдающихся людей. Государственные перевороты бывают в тираниях вследствие обид и страха подданных перед злоупотреблением тирана и вследствие покушений тирана на собственность подданных. Дион Сиракузский совершил покушение на Дионисия II-младшего, тирана Сиракузы, из чувства презрения к нему. Он видел, что Дионисия презирают его сограждане, а Дионисий всегда пьян. Аристотелю принадлежит знаменитые слова: «Чести больше не тому, кто убьет вора, а тому, кто убьет тирана». Эти слова стали лозунгом всех тираноборцев и цареубийц, наподобие Софьи Перовской и членов группы «Народная воля», которые убили русского царя Александра II, хотя последний был реформатором, а не тираном. Аристократия – это форма правления, при которой существует власть меньшинства граждан, власть наилучших граждан с точки зрения добродетели. Выборы правителей происходят в Сенате, это при аристократии. Это в законодательном собрании аристократов. Людей благородного происхождения и доблестных нигде не наберешь из сотни,
а неимущие имеются повсюду. Но это все говорит Аристотель. По мнению Аристотеля, аристократия – это наилучшая форма правления. По моему мнению, этот вывод был абсолютно правильным только для древности, когда представительная демократия еще не была изобретена. Ну, а сегодня она изобретена, и представительная демократия является самой лучшей формой правления. Следующая форма правления – олигархия. Это форма правления, где власть находится в руках немногих и недостойных граждан, олигархов. Виды олигархии. Когда существует высокий имущественный ценз для тех, кто желает занять высокую должность. Имущественный ценз – это минимальный предельный размер состояния человека в денежном выражении, который позволяет занять эту должность. Например, чтобы стать римским сенатором, претендент должен был иметь состояние, размер которого должен быть не менее 20 тысяч сестреций. Ну, сестреция – это римская денежная единица. В Римском Сенате были два цензора, которые ежегодно оценивали состояние сенаторов. Римским сенатором мог стать только очень богатый человек. Если обеднел, извини, ты уже не сенатор. Так, второй вид олигархии, когда сенаторы пополняют недостаток должностных лиц путем кооптации, то есть набора по своему усмотрению. Например, путем кооптации, а не на выборах, Сталин впервые попал в состав ЦК РСДРП большевиков в 1912 году. Да Сталин не умел побеждать на выборах. Вот и Ленин его пригласил путем кооптации в ЦК РСДРП. Третий вид. Третий вид олигархии, когда сын вступает в должность вместо отца, то есть должность передается по наследству. Четвертая форма олигархии, когда властвует не закон, а должностные лица. Недостаток олигархии – это распри и возмущение большинства населения, так как это большинство не участвует в управлении государством, хотя и осознает свою силу. Полисная демократия или полития – это форма правления, при которой власть находится в руках большинства граждан, которые правят хорошо. При политии полноправны те, кто носит тяжелое вооружение. Гоплиты в Греции были. Тяжелое вооружение. То есть мужчины, которые принадлежат к тяжело вооруженной пехоте. Выборы проходят в народном собрании, замещение должностей иногда происходит по жребию. На выборах имущественный ценз не существует. Охлократия или, по терминологии Аристотеля, крайняя демократия. Это форма правления, при которой власть принадлежит большинству граждан, которая правит плохо. Охлократия от греческого слова охлос, толпа, сброд. Это власть толпы, сброда, бандитов. Охлократия имеет такие недостатки, как беспорядочность и анархичность государственного строя, которые вызывают презрение к нему со стороны состоятельных людей. Когда демократия вырождается в охлократию,
Тогда простой народ становится похож на деспота. Демагоги умеют льстить толпе и превращать свои корыстные предложения в законы. Постепенно демагоги получают фактически верховную власть. Например, Народный суд Гилея по пустяковому поводу несправедливо осудил на казнь философа Сократа, повинуясь воле демагогов Анита и Милета. По общепризнанному мнению, толпой манипулировать гораздо легче, чем Сенатом. Толпа всегда склонна к преклонению перед вождями и к агрессии по отношению к мнимым врагам. Ну, толпа похожа на стадо баранов. Демагоги часто возводят обвинения против должностных лиц, а народ охотно принимает обвинения. Так что значение всех должностных лиц сводится к нулю, а при бездействии должностных лиц наступает анархия, что часто приводит к поражению в войне. Другим недостатком ахлократии и полисной демократии является то, что трудно собрать людей на народное собрание без денежного вознаграждения. И это, в свою очередь, требует повышения налогов и конфискации. Все это не справедливо немалое количество демократий. К тому же демагоги склонны устраивать безвозмездные раздачи продовольствия неимущим, которые нуждаются в раздачах снова и снова. Такая помощь черней превращает бюджет государства в дырявую бочку. По мнению Аристотеля, формы правления переходят друг в друга. Олигархия, где олигархи подчинились одному лицу, становится тиранией, а где они ослабли, олигархи, появляется демократия. Главный недостаток классификации Аристотеля состоит в том, что эта классификация, несколько устарела, так как после Аристотеля были изобретены новые формы правления. Ну, конституционная монархия и представительная демократия. Кстати, из этих 6 самых худших форм правления, конечно, является охлократия.